Здравствуйте, дорогие господа и дамы. Сегодня я проведу трансляцию, которая посвящена здоровью. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Я руководитель и президент компании «Тибетская формула», которая занимается оздоровлением, создавая препараты, которые способны помочь человеку улучшить его здоровье. На сегодняшний день здоровье никто не отменял. И как известно, здоровье является ключевым моментом для жизни любого человека, поэтому своим здоровьем, несмотря ни на что, нужно заниматься. Я постараюсь ответить на те вопросы ключевые, которые вы мне задавали ранее, а также задавали или зададите сегодня во время данной трансляции. Я постараюсь быть максимально понятным и постараюсь дать полезные и нужные для вас рекомендации. Также трансляция, она будет идти одновременно в ТикТоке на моем канале Андрей Дуйко. Одни из таких, недавно совершенно был такой разговор, один человек мне говорит: Андрей Андреевич, у меня очень выпадают волосы, и с чем это может быть связано? Я сейчас хотел бы сказать, как необходимо справляться с аллопецией, что необходимо делать, когда волосы выпадают, и что это такое. В случае, если в раннем возрасте начинают усиленно выпадать волосы, особенно это касается мужчин, это говорит об андрогенной аллопеции, то есть это говорит о том, что снижается уровень тестостерона. С чем это связано, каким образом это происходит? Обычно это происходит на фоне того, что у мужчины с возрастом из-за активной половой жизни или из-за активности половой или из-за стрессовых ситуаций может изменяться уровень тестостерона или уровень выделения тестостерона. Когда происходит увеличение или понижение, как правило понижение уровня тестостерона, то это может приводить к тому, что начинает усиленно работать паращитовидная железа, которая находится между щитовидной железой или двумя долями щитовидной железы. Когда так происходит, то в крови увеличивается количество кальция. Такой кальций, он обычно изымается из костей. Именно поэтому у таких мужчин совместно с тем, что у них появляется облысение, появляется заболевание зубов. Оно начинает идти очень усиленно и очень активно. Это изменяет метаболизм кальция. Кальций при этом фильтруется почками и появляется мочекаменная болезнь. Так очень часто именно у таких мужчин, которые очень рано лысеют, в дальнейшем появляется мочекаменное заболевание. И справиться с мочекаменным заболеванием необходимо в комплексе. И здесь необходимо понимать саму причину появления данного заболевания, которое, кстати, будет обусловлено в дальнейшем с возрастом, будет обусловлено развитием остеопороза, то есть уменьшением кальция в структуре костной ткани и так далее. То есть если вы молодой мужчина и вы лысеете, в случае, если вы молодой мужчина, то ждите, в дальнейшем у вас будет появляться ожирение по принципу сахарного диабета второго типа. Также у вас будет появляться, скорее всего, мочекаменная болезнь, появится заболевание камней в почках. Ну и в дальнейшем это проявится в виде остеопороза, однозначно будет очень ухудшаться состояние зубов. Кстати, я считаю, что состояние зубов в целом, оно тоже обусловлено тем, что происходит недостаточность появления и женских половых гормонов, в том числе и мужских половых гормонов в том числе. Но это две разных таких идеи. О чем говорит быстрое появление кариеса, почему портятся зубы? Я считаю, что это может быть обусловлено в том числе и появлением недостаточности определенных гормонов. У женщин это прогестерон, у мужчин тестостерон. И можно ли справиться каким-либо образом с данным заболеванием, как его лечить в комплексе, об этом хотелось бы сказать несколько слов. Конечно же, назначать гормоны может только врач. Ну и не всегда это обусловлено общим гормональным процессом, то есть он может идти в латентной фазе или в латентном таком виде, что его невозможно интерпретировать, определить, диагностировать и так далее. Ну и можно диагностировать его, если очень захотеть, небольшими изменениями в виде небольшого увеличения кальция в крови, в виде увеличенной работы парагормона, в виде гипофункции щитовидной железы, потому что обычно этот процесс идет
рука об руку. Ну и внешние признаки в виде облысения, в виде быстрого кариеса развивающегося, в виде заболеваний мочекаменных и так далее. Что нужно делать? Конечно же, я не могу вам назначить гормоны, но я бы хотел поговорить об альтернативе. Существует ряд биологически активных компонентов, которые можно смело называть активными компонентами, способными улучшить гормональный статус и мужчин, и женщин. О первом препарате мне хотелось бы сказать, это бобровая струя, или по-другому называется этот препарат мускус. То есть это бобровая струя, то есть это выделения ферментированные бобров, которые собираются весной вот, и на протяжении летнего и осеннего периода, который не связан с выделением мочи. Это определенные ферменты, которые выделяет самец и самка в ходе мечения, не знаю, как это правильно, наверное, идентифицирование или, наверное, метит свою территорию и так далее. Оказывается, в случае применения перорально данного препарата, в котором есть высокое содержание данного препарата мускуса, и мужчина, и женщина может улучшить общее гормональное состояние, общий гормональный статус. То есть у мужчины может увеличиться тестостерон, у женщины может улучшиться прогестерон. Таким образом, и мужчина, и женщина могут притормозить процессы и общей аллопеции, и в дальнейшем развитии остеопороза, и в дальнейшем развитии, и в первом и втором случае, появления мочекаменного заболевания. Второе, конечно же, это препарат Трибулус. И первый и второй препарат с успехом можно приобрести в моей компании, которая называется «Тибетская формула». Tibetan-формула.спасительные рецепты, и несколько слов еще и об этом. Прямо с сегодняшнего дня в нашей компании проводится акция, это минус 24% на покупку любого препарата нашей компании. Мы эту акцию посвящаем тому, что происходит в нашей стране, а именно в Украине. И часть средств, которые будут получены от продажи данных препаратов, пойдет на поддержку воинов вооруженных сил Украины. Нам бы хотелось быть тоже людьми, которые могут помогать тем людям, которые воюют, и тем людям, которые живут в этой стране. Мы всеми силами стараемся это делать. Поэтому отчасти в ваших силах помочь тем людям, которые на сегодняшний день в этом нуждаются. Ну, дальше давайте. Итак, препарат Трибулус и применение женщин, и применение мужчин препарата Трибулус помогает улучшить общий гормональный фон человека. Кстати, я забыл еще несколько слов сказать о применении препарата мускус. Помимо того, что применяя препарат мускус перестают портиться зубы, помимо всего прочего, я заметил одну потрясающую такую концепцию. Улучшение гормонального фона человека, а препарат или использование препарата и Трибулус, и мускус улучшает не просто выделение гормонов гормонов половых, а помимо всего прочего улучшает статус всей эндокринной системы. То есть улучшается работа поджелудочной железы, улучшается работа щитовидной железы, улучшается работа гипофиза и гипоталамуса, улучшается работа надпочечников и так далее. Это все визуально, очень реально показывает, видимость свою создает в том, что и женщины, и мужчины на фоне применения препарата мускус очень худеют. То есть это один из таких, наверное, удивительных факторов. Применяя препарат Трибулус, применяя препарат мускус, улучшается работа паращитовидной железы, работа поджелудочной железы. Человек на этом фоне худеет. Исчезают такие заболевания, как сахарный диабет второго типа, ожирение. Этот процесс происходит по принципу накопления. То есть применение первой недели, возможно, чего-то такого сверхъестественного не покажет, но применение на протяжении 1 месяца показывает очень реальные и очень ярко выраженные результаты. Процесс омоложения происходит. Ну, то, о чем я говорю, очень показательно. И почему я утверждаю, что данные препараты могут иметь такую эффективность. Данные препараты имеют такую эффективность, потому что длительный период времени, а именно 12 лет, я занимаюсь пропагандированием и вижу результаты от применения
данных препаратов на большом количестве людей, которые ими пользовались. Следующее. В случае, если уже у человека появилась мочекаменная болезнь, несколько слов, наверное, нужно сказать еще и для женщин. Конечно же, парад-гормон, который формируется на фоне низкого появления прогестерона, может приводить к появлению аллопеции, выпадению волос у женщин. Но это не было бы так страшно и не было бы так грустно, если бы на фоне этого всего не появлялось заболевание остеопороз. И в тот момент, когда организм собирает этот кальций и выводит этот кальций, то он его берет для нужд паращитовидной железы в костной системе. И именно в этот момент очень важно для мужчины и для женщины увеличить прием кальция. Естественно, самый лучший кальций, который можно применять, это карбонат кальция, это препараты цитрата кальция. И один и другой препарат можно принимать и мужчинам и женщинам. Это не обязательно препараты моей компании. В моей компании есть и карбонат кальция, и устричный кальций. Есть препарат цитрат кальция. Конечно, на первое место я бы рекомендовал поставить все-таки препараты цитрата кальция. Это препарат уже такой более усваиваемый нашим организмом. Применять его я рекомендую по 1 чайной ложке на 1 стакан воды, исключительно во время еды, всего лишь 1 раз в день. Препарата мускуса тоже 1 чайная ложка на 1 стакан воды, желательно до приема утренней пищи 1 раз в день. Что улучшит общее состояние, причем и состояние волос, и состояние зубов, и состояние ожирения, и улучшит общее состояние, там не будете поправляться, начнете худеть и так далее. Следующее. А если уже начался процесс развития заболеваний мочекаменная болезнь, то есть если оно уже существует, что с этим необходимо начинать делать? Когда уже заболевание мочекаменное вас настигло, и вы уже, возможно, работали над тем, чтобы камни не формировали, чтобы камни исчезли и так далее. Теперь вы, кстати, знаете, почему они появились. Что необходимо делать и какая стратегия ваша должна быть. Первое, вы должны знать, что в большинстве своем все абсолютно процессы и проблемы, которые возникают в почках, у нас связаны конкретно с надпочечниками, почками и половыми гормонами. То есть в случае, если вы будете активно работать над тем, чтобы половые гормоны формировались, создавались, работать над тем, чтобы почки не жили в состоянии нагрузки, я сейчас объясню, как это сделать, то вы сможете очень хорошо начать себя чувствовать. А о чем я говорю? Итак, первые процессы — это формирование половых гормонов. Мы этот процесс рассмотрели, свои рекомендации дал. Это трибулус, мускус, ну и дополнительный кальций. А теперь, что делать с почками? Итак, вы должны знать, почки больше всего страдают от 2 вещей. Первое, от 3 на самом деле. Первое — это употребление белков, употребление мясной пищи. Почему? Употребление белков, употребление мясной пищи в дальнейшем приводит к появлению пуринов или оксалатов. Такие оксалаты являются оксалатными новообразованиями, которые очень ухудшают работу почек. Что необходимо делать? Первое, уменьшить употребление животных белков. Второе, уменьшить употребление, на время хотя бы, то есть перестать есть мясо. Стать на какой-то период времени хотя бы частичным вегетарианцем для уменьшения количества формирующихся пуринов. Применять можно препараты, которые будут устранять появление пуринов. В случае, если вы не можете отказаться от мясной пищи, это препарат моей компании Манкулит. 1 чайная ложка на стакан воды. И уролиз. 1 чайная ложка на стакан воды. Можно и одного, и другого на 1 стакан воды 1 раз в день. Путем увеличения употребления калия. То есть каждый день съедать не менее 100 граммов яблок. Желательно, чтобы яблоки были кислые, в них больше калия находится. Калий также находится в меду. Его можно использовать и принимать 1 чайная ложка без воды. Желательно его принимать с небольшим количеством куркумы или имбиря. Желательно имбиря, потому что и в имбире высокое количество калия, и в куркуме высокое количество калия, и в меду высокое количество калия. Это будет очень полезно для ваших почек, как бы блокируя появление пуринов.
но и основное увеличение употребления жидкости. И второе это уменьшение употребления глюкозы. Оказывается, чем выше в организме инсулин, тем больше в почках камней. Именно поэтому необходимо переходить на диету, которая называется инсулинорезистентная диета. Это диета, в которой максимально исключаются активные или тяжелые углеводы. Это сладкая пища, это однозначно алкоголь, его необходимо тотально убирать. То есть это и пиво, это продукты более тяжелые, это продукты тяжелого алкоголя, спирты или содержащие спирты. Такие продукты при заболеваниях почек категорически не рекомендуется принимать. И мой препарат, который я разработал специально для того, чтобы убрать существующие камни или конкременты, независимо от того, является человек, лечил он почки, не лечил почки, сейчас имеет камни, боится, что эти камни начнут шевелиться, двигаться, дергаться или еще что-то там начнет происходить. Я рекомендую принимать мой препарат, который называется Нефромакс. Данный препарат с успехом устранит камни в почках. Одна таблетка 2 раза в день, утром натощак, вечером перед сном. Данный препарат с успехом устраняет формирование каменной болезни. В случае, если каменная болезнь, уже мочекаменная болезнь появилась, устраняет камни, уменьшает камни, устраняет почечную недостаточность. Великолепный препарат, рекомендованный мужчинам и женщинам. Принимать его необходимо в небольших дозах по 1 таблетке 2 раза в день. Увеличивает мочеиспускание, улучшает общее состояние. Сегодня постарайтесь стать возле зеркала и посмотрите на свой живот. Посмотрите, насколько это соответствует вашему строению вашего физического тела. Посмотрите, в случае, если ваш живот просто обвисает внизу, и там есть жировая складка. Такая жировая складка говорит об инсулинорезистентности. Это говорит о том, что у вас есть ожирение по принципу сахарного диабета 2 типа. То есть у вас чуть-чуть повышен инсулин, а глюкоза может быть в норме. Но это говорит о том, что у вас уже формируется сахарный диабет 2 типа или уже сформирован, и вы им болеете, к сожалению. Ну и второй вариант. В случае, если у вас живот одутловат, если он без видимых причин похож на барабан, имеет вид обтянутого барабана или обтянутого шара, при нажатии такой немного твердый, склонен к метеоризму, это говорит о том, что у вас есть, скорее всего, отек, и этот отек называется почечный отек, и он, скорее всего, связан с асцитом или развивающимся асцитом. Асцит может формироваться на фоне заболеваний дискинезия желчно-выводящих путей, дискинезия толстой кишки, может формироваться на фоне панкреатита, может формироваться на фоне гастродуоденита, гастроэнтериальных заболеваний, гастрита, язвы двенадцатиперстной кишки, на фоне хронического пилонефрита, и на фоне почечной недостаточности, и на фоне мочекаменной болезни и так далее, холецистита. Вот такой асцит очень часто принимают люди за ожирение. И это неправильно, потому что такой асцит — это грубо невозможность вашими почками справиться с переизбытком жидкости, которая накапливается в вашем организме. Это, скорее всего, связано вот с таким хроническим отеком. Такой хронический отек поможет вам убрать мой препарат, разработанный мной очень давно. Называется он Асцит-Норм. Асцит-Норм. Хочу еще раз сказать, что все препараты моей компании вы можете приобрести на моем сайте tibetan-formula.com или на моем сайте aduiko.com. Или по-другому написать прямо в гугле тибетская, от слова Тибет, формула. Вам в первых поисковых выдачах
будет написана тибетская формула, можете выйти и посмотреть. Итак, асцит-норм, препарат, который способен справиться с асцитами или с вот таким отеком, который есть. Также отек такой может быть связан с непроходимостью тонкой кишки, с заболеваниями запоров, заболеваниями там, простейшего там, гастрита, или язвенного заболевания. Кстати, недавно одна женщина написала мне: Андрей Андреевич, огромное спасибо. Был когда-то семинар, я его проводил, на этом семинаре говорил о том, что в случае, если вы страдаете запорами, начните пить по утрам 1 чайная ложка соды на 1 стакан теплой воды. Итак, в случае, если у вас плохой запах изо рта, в случае, если у вас есть запоры, в случае, если у вас не формируется стул, начните принимать соду. Кишечник будет очищаться. В любом случае, хоть запоры, хоть диарея, это всегда повышенная кислотность в толстой кишке, в слепой кишке. И это говорит о том, что, скорее всего, возможно, у вас есть низкая кислотность желудка или высокая кислотность желудка. Это не имеет значения критического. А то, что происходит в толстой кишке, это является уже важным таким компонентом. И в 12-перстной кишке, и в тонкой кишке. И здесь, конечно, хочется сказать, что и с низкой кислотностью, и с высокой кислотностью необходимо принимать соду. Это в дальнейшем приведет к тому, что у вас исчезнет запор. Проверено на 100%, сода лечит запор. Не нужно соду заливать горячей водой, соду достаточно заливать теплой водой. После остывания можно ее выпивать. Гасить нет необходимости. Добавлять там уксус или лимонную кислоту или еще что-либо нет никакой необходимости. Дальше чуть-чуть поотвечаю на ваши вопросы. Ирина Шелег. Добрый день. Здрасте. Здрасте, Андрей Андреевич. Как повысить процент сперматозоидов заранее? Вот такой мускус повышает процент сперматозоидов. Низкое количество сперматозоидов говорит о том, что у мужчины низкое количество тестостерона. Есть залысины на голове, человек лысеет, ставите тире, пишите низкое количество тестостерона. Каким образом его необходимо повышать? Трибулус, есть препарат фитоанабол, он только для мужчин. И самый, наверное, мной признанный это препарат мускус. Принимаю ли я мускус? Могу сказать, что принимая мускус, я похудел более чем на 6 килограмм. Принимая мускус, улучшилось общее самочувствие. В случае, если есть еще проблемы с потенцией, нежеланием, есть великолепный препарат, который называется «Красный дракон». Рекомендую каждому мужчине старше 45 лет. Будете удивлены, начнете очень хорошо себя чувствовать, общее состояние улучшится, включая тонус мышц, включая все остальное. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Есть ли в продаже бетулиновая кислота? Спасибо. Бетулиновая кислота появится у нас уже, скорее всего, в конце следующей недели. Сейчас идет сертификация данного препарата, завершаются исследования цитотоксичности данного препарата и так далее. Также хочу сказать, что во время того, когда у нас начались военные действия, завод был оккупирован российскими захватчиками. На данный момент там их уже нет, но после их посещения пришлось покупать дополнительно компьютеры, и что-то прострелили потолки, спасали меня от моего производства. Также пришлось сейчас делать дополнительный капитальный ремонт после их присутствия и так далее. Но сейчас уже компания работает полноценно. Все люди, которые были в отъезде, вновь приехали на территорию Киева, и сейчас уже полноценно завод функционирует и работает. Поэтому мы решили продолжить работу в Украине, решили продолжить работу для людей, которые живут на территории Украины. Будем в дальнейшем выпускать данные препараты и делать все для того, чтобы люди жили здоровыми и были здоровыми, особенно в это время. Бетулиновая кислота, уже ждите, очень скоро появится.
Небольшое количество бетулиновой кислоты есть сейчас, там, ну, литр может быть, но дождитесь уже, когда мы ее закапсулируем, потому что ее выпуск, скорее всего, будет либо в капельках, потому что это самый простой способ ее вносить перорально, потому что ее необходимо, максимальное ее применение это 1 грамм, 1 грамм это 1 пипетка, то есть вот этого будет достаточно 30 дней. Великолепное действие бетулиновой кислоты в случае, если человек там заболел чем-либо вообще, то есть если у человека простуда, ангина, там, в случае, если у человека там проблема почек, проблема поджелудочной железы, гепатит, онкологические заболевания, синдром иммунного дефицита, 1 грамм бетулиновой кислоты каждый день, через 30 дней большинство этих диагнозов могут быть сняты. Подробнее почитать о бетулиновой кислоте вы можете, перейдя в Википедию, написать бетулиновая кислота в Википедии и почитать о ней. Прошу не путать бетулиновую кислоту с бетулиновыми экстрактами и самим бетулином. Бетулиновая кислота очень сложно производится. Мы к своей бетулиновой кислоте будем добавлять, вернее, прилагать наш сертификат соответствия, потому что бетулиновая кислота на сегодняшний день во всем мире производится только 2 компаниями. Вот мы будем 3-й мировыми компаниями, одна из них в Китае, другая в Америке, и мы будем 3-й компанией, которая производит или будет производить в промышленных масштабах настоящую бетулиновую кислоту, которая является естественным органическим нецитотоксическим веществом, разрешенным к употреблению как биологически активная добавка с гарантированной возможностью устранить заболевания дефицита иммунного или иммунного дефицита. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как убрать мелкие полипы в желчном пузыре? Мелкие полипы в желчном пузыре — это всегда заболевание застоя в желчном пузыре, которое соответственно возникает на фоне неправильного деления клеток, а полипозы — это всегда неправильное деление клеток, и это неправильное деление клеток возникает из-за того, что ваша печень инфицирована герпевирусным заболеванием, которое называется герпевирусная инфекция, скорее всего 2-го или 3-го типа. Это папилломавирус или цитомегаловирус 2-го или 3-го типа. Такие папилломавирус и цитомегаловирус приводят к тому, что появляются мелкие полипы или по-другому папилломы в желчном пузыре. Что необходимо делать с папилломами где-либо? Первое, необходимо полностью убрать появление глюкозы. То есть вам необходимо перейти на питание, в котором будет максимально устранена глюкоза. Второе, перестать употреблять алкоголь. Третье, начать работать над печенью и поднятием иммунитета. Работать над печенью — это прием препарата бетулин и гепофит. Бетулин, гепофит. Моей компании. И препарат от папилломавируса, препарат ГВИ называется. Бетулин, гепофит, ГВИ. И помимо всего прочего стараться очищать ваш желчный пузырь от застоев. Это возможно с применением препарата лунглин и препарата амарум или горечи дуйко. Вообще рекомендую применять амарум или горечи дуйко при любых заболеваниях, которые связаны с желчевыводящими путями, желчным пузырем и так далее. Далее. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как мне выйти замуж? Мне 44 года, ребенку 6 лет. По вашим методикам встречаются, хотят замуж, не берут. Спасибо, Кристина. Кристина, на моем сайте Дуйко Гуру есть великолепный семинар. Он называется «Как выйти замуж». Этот семинар, его можно приобрести. Также есть Сангая «Выйти замуж». Так и пишите Сангая Дуйко «Выйти замуж». Там 1,5-часовые мои рекомендации. Вот если делать хотя бы 10 минут в день то, о чем я там говорю, то она выйдет замуж за 1 месяц, но за 2 месяца гарантированно. Проверено долгим опытом, уже 15-летним. Ольга Лан Минеро. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, как нейтрализовать
геопатогенные зоны в квартире. Мне проверяли рамками, есть зоны, где стоит кровать, а переставили ее некуда. И какой радиус действия? Устранить геопатогенные зоны можно. Геопатогенные зоны называются зонами Хартмана. Впервые об этом начал говорить господин Хартман, который защитил докторскую диссертацию, стал профессором доктором Хартманом, который начал говорить о геопатогенных зонах, неких изломах Земли, которые называются зонами Хартмана. Также он сказал, что зоны Хартмана — это зоны атипичного геомагнитного или же по-другому магнитного излучения, которые возникают по непонятным причинам в квартире, их действительно можно обнаружить. И жить рядом с такими зонами, находиться на них не очень хорошо. Считается, что вокруг нашего физического тела находится ауральная электромагнитная субстанция такая, наше сопротивление, некое сопротивление или некий заряд, который более электромагнитный, чем электрический. И вот такой электромагнитный заряд, на него можно воздействовать, и он фактически может привести к появлению определенных заболеваний, включая психические заболевания. Есть такие гипотезы, опять-таки это гипотезы. И выдвинул такую теорию, сам же предложил ее решение. То есть он предложил во время того, когда человек спит или находится в зоне геопатогенного излучения, зоны Хартмана, ставить чашку. То есть он предложил взять любой предмет, керамический, фарфоровый, железный, который переворачивается вверх тормашками, и как бы на него все это заземляется. То есть если это чашка моя, я ее переворачиваю. Нет у меня здесь чашечки, чтобы показать. Если это чашка, я ее переворачиваю и ставлю ручкой под свою кровать. На расстоянии 2,5-3 метров от этой чашки не будет формироваться электромагнитное завихрение, геопатогенная зона Хартмана. Все, пусть у вас все получится. Катерина Фруско. Добрый день, Андрей Андреевич. Мы сейчас с мужем и мамой начали пить йодную горку. Первый курс можно ли также ребенку 8 лет? Есть ли какие-либо противопоказания? Ни детям, ни взрослым противопоказаний нет, но в случае, если ребенок астеничен, страдает худобой, ему противопоказано. В случае, если ребенок больше страдает ожирением, ну немножечко полный, если вы это замечаете, то противопоказаний нет. Такую горку принимать можно. Ограничения. Взрослые принимают до 10 капель в обратную сторону. Ребенку можно принимать только до 7 капель и в обратную сторону. Добрый день, Андрей Андреевич. Как убрать грибок? Как убрать грибок на коже народными средствами? Для того, чтобы убрать грибок народными средствами, вам понадобится изготовление моей болтушки, о которой я раньше уже говорил. Вам необходимо взять сырое яйцо куриное, желательно желтого цвета. Положить его в банку литровую, залить его уксусом, пока оно не закроет. Уксус должен быть столовый, а не яблочный. Не добавляйте эссенцию уксусную. Во-первых, ее найти сложно. Во-вторых, это не нужно делать. Просто обычный уксус. Закройте банку крышкой, поставьте в темное, теплое место на 15 дней. Когда 15 дней пройдет, то карбонат кальция, который находится на поверхности вашего яйца, он растворится, а яйцо само по себе, кожица, растянется, и яйцо будет таким немножко вздутым. Необходимо эту корку или вот эту кожицу яйца аккуратно пробить, ножом разрезать там, или чем-либо проколоть и блендером, не доставая ничего, взбить. После чего таким веществом необходимо смазывать места поражения грибковыми заболеваниями ступни и кожи ватномарлевым можно делать аппликацию на это место там, с применением чего-либо, там ватномарлевой, наверное, там, или биточка, или там битка из марли, тампончика из чего-либо, вот прикладывать такой тампончик к
делать это необходимо, смазывать необходимо вечером, необходимо смазывать утром. Одна особенность есть. Если вы будете смазывать вечером, то перед тем, как смазывать утром, вы будете видеть, если у вас есть поражение грибком, то оно все мягкое. В случае, если будете смазывать вот такой смесью, оно будет становиться твердым, и его нужно чем-то спиливать, стачивать или стирать. Понятно? Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что бы вы посоветовали вид неврозе, депрессии? Спасибо за ответ. Как ни странно, в данное время я очень рекомендую использовать обычный йод. Я говорю серьезно. Дело в том, что использование обычного йода в небольшом количестве, можно взять какой-нибудь препарат. Вот есть хороший препарат, йодомарин 200. Кстати, наша компания тоже выпускает сейчас препарат, йод называется, йод 500. Там тоже высокое содержание йода. Я не знаю, мы его уже опубликовали на сайте или нет. Просто применение обычного препарата йода может уменьшить депрессию на 100%. Второе. Для того, чтобы устранить депрессию, необходим магний и В6. Это аминокислота тиамин. То есть необходимо принимать препарат магний В6. Принимать необходимо в больших дозировках. Сейчас в Украине продаются БАДы практически везде, и они продаются в такой растворимой таблетке магний В6. Я рекомендую использовать. 1 или 2 даже таблетки 2 раза в день. Это совершенно безопасно. Не бывает такого, не бывает отравления ни магнием, ни витамином В6. Нет побочных действий на организм человека при применении магния и при применении витамина В6. Поэтому, а вот В12 имеет побочное действие из-за того, что могут появляться гепатиты, так как сам препарат по себе В12 является цитотоксичным. А применение магния и применение витамина В6 является для человека безопасным. Поэтому применение и повышение данного препарата будет вас только успокаивать. Мне в моей жизни в свое время, когда у меня были неврозы, помог корвалол. Я его принимал по 30-50 капель на стакан воды, принимал его 2-3 раза в день. Мне очень помогало и очень успокаивало. Но у корвалола тоже есть минус, может привести к появлению небольшой аритмии, экстрасистолы и так далее. То есть могут быть небольшие такие заметные ухудшения деятельности или функциональной деятельности сердечной мышцы. Елена Кудимова, здрасте, сейчас найду. Елена Кудимова, скажите, пожалуйста, амастопатин Саше помогло. Улучшение прошло, 59 лет, овуляции нет, около 6 лет. Ага. Вам помог, я так понял, Саши ваши или вы Саша? Мастопатин Саше, да, мастопатин Саше, ага, понял. Смотрите, мастопатин, который есть у меня препарат, его действительно можно использовать в виде мази в саше. Он действительно очень помогает при мастопатии. И действительно, в большинстве своем мастопатия исчезает. Данный препарат очень зарекомендовал себя, очень много есть полученных благодарностей. Большое спасибо, кстати, за это. Помогло уплотнение, прошли 59 лет, но овуляции нет около 6 лет. Смотрите, я не мог бы рекомендовать вам что-либо делать для того, чтобы стимулировать вновь появление овуляции и менструации. Дело в том, что возможно, этого делать не нужно. Для того, чтобы определить, необходима вам овуляция или нет, вы должны сдать гормональную панель или женскую гормональную панель. Это тестостерон, прогестерон. Это антимюллеровский гормон, возможно, гинеколог, наверное, может вам назначить более профессионально. И посмотреть, есть ли у вас или сохранились ли у вас яйцеклетки или их нет. Возможно, вы уже перешли в состояние, которое называется климакс, и бороться над появлением овуляции уже не нужно. Вообще это все очень легко лечится. В случае, если у вас нет миомы, в случае, если овуляции нет. Это говорит о том, что у вас нет прогестерона или он очень низкий. В случае, если нет прогестерона, он очень низкий, несложное применение препаратов с прогестероном, прям несложное, не очень длительное, там 2-3 месяца. При этом вы не поправитесь, а похудеете. При этом начнете лучше чувствовать, начнете спать, исчезнет там тестостерон, снизится и так далее. Это все заметно улучшит ваше состояние. У меня девочка такая была, я с ней боролся, говорю, да сдай ты прогестерон, сдай ты прогестерон, сдай тестостерон, сдай ТТПО.
И давай там индекс НОМа давай сдадим. То есть посмотрим на твои гормоны все. После этого сдали, когда оказалась она больна сахарным диабетом второго типа, у нее гипофункция щитовидной железы, и она болеет, все эти заболевания в комплексе приводят к тому, и у нее низкий прогестерон, высокий тестостерон. Я говорю, давай назначим тебе препараты, которые поднимут тебе прогестерон. Давай назначим препарат метформин тебе, и давай назначим тебе там йодомарин и небольшое количество гормонов щитовидной железы, там тироксин. И она начала принимать, вот сегодня начала принимать, через 10 дней начались месячные. Она говорит, надо же, это так выровняло. Я вам хочу сказать, ей на то время было 48 лет, и она после этого еще и родила ребенка. Сейчас ей уже, наверное, побольше. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ольга Васильева. Мне удалили матку и придатки. Чувствую я себя плохо. Кружится голова, утомляемость, раздражительность. Посоветуйте, что из ТФ можно принимать. Когда удаляют матку и удаляют придатки, это говорит о том, что будет сбой, который связан с гормонами и гормонами надпочечников и гормонами половыми. Что необходимо делать? Первый препарат. Необходимо принимать мускус. Вот это прям 100%. Второй препарат. У нас есть препарат, называется он... Сейчас я зайду на сайт и найду, как он называется. Нету поиска. Женя, у нас работает поиск вообще? Называется он у нас Tentorix. Называется препарат у нас Tentorix. Я о нем, кстати, рассказывал на прошлом нашем вебинаре. Данный препарат приводит к активности работу надпочечников, помогает работе почек. Препарат, который способен убрать ожирение неправильной формы и так далее. То есть эндокринологическое ожирение на фоне сахарного диабета второго типа и так далее. Вот его рекомендую использовать при удалении матки. Вот именно этот препарат. Для того, чтобы устранить раздражительность, принимайте магний B6 любой компании, включая мою. У меня есть препарат от невротических состояний, общих неврозов. Он называется, есть их несколько. Чтобы просто успокоиться, Серантал. А чтобы убрать панические атаки, есть препарат, называется Поставит. Хотелось бы еще рассказать о той акции, которая прямо сейчас проходит в моей компании. Это минус 24% скидки на все препараты компании «Тибетская формула». Людмила Пожога. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Аллергия как лечить? Самый простой способ лечения аллергии. Вы должны знать, что аллергия всегда появляется в случае, если у человека есть увеличение нейтрофилов и эозинофилов. Очень часто это клетки иммунной системы. По-другому они называются лейкоцитами. И такие клетки, они увеличиваются, когда человек болеет заболеваниями аллергии. Для того, чтобы убрать, необходимо им помочь. А им можно помочь в случае, если в крови появляется, как ни странно, вещество хлора. А вещество хлора мы можем взять в некоторых продуктах. Один из них это продукт, который называется пищевая соль. Поэтому употребление четверть чайной ложки пищевой соли на 1 стакан воды во время аллергии
на протяжении 1 месяца не то, что существенно облегчает состояние, а категорически улучшает состояние человека, болеющего аллергией. Я же рекомендую использовать 2 вещества, которые есть у каждого человека дома. Это пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды. Смешайте это в теплой воде, выпивайте 1 стакан за 3 раза в день, то есть 1 стакан, четверть стакана утром, четверть стакана в обед, четверть стакана вечером, четверть стакана перед сном. Таким образом вы сможете заметно улучшить. Также можно вот эту не в стакан сделать дозировку, а можно сделать ее в 1,5-литровую бутыль или бутылку. То есть берете пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли на 1 литр и выпиваете на протяжении дня в разное время этот литр. 10-15 дней, и аллергия от вас отстанет. Оксана Петрова. Андрей Андреевич, какие препараты пить из ТФ, артрит коленного сустава и воспаление тазобедренного сустава? Спасибо большое. Воспаление тазобедренного сустава называется артрозом. Препарат артрозин. Принимать 2 таблетки 3 раза в день. Воспаление сустава, артрит коленного сустава. Препарат артридикс. Принимать 2 таблетки 3 раза в день. Также в случае, если вы взрослая женщина и у вас есть климакс, то это может быть постклиматический артрит. Принимайте помимо всего прочего препарат климактерикс. 1 таблетка 2 раза в день. Или же иммунный артрит. Иммунный артрит лечится препаратом, называется Инстамакс. 1 таблетка 2 раза в день. Желательно натощак. Ну и это может быть связано, и первое, и второе, может быть связано с оксалатами, то есть это может быть связано с появлением подагрического заболевания. И тазобедренный сустав может болеть при подагре, и коленный сустав, поэтому можно принимать еще помимо прочего уролиз и манкулит, 2 этих препарата по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Если у вас есть заболевание подагра, устраняйте при этом употребление мясной пищи, прикладывайте к суставам мази, это артрозиновая мазь для тазобедренного сустава, для коленного можете использовать мазь Габбана, она убирает боли в любом случае, хоть это подагра или это артрит или какое-либо другое заболевание из тазобедренного сустава, из коленного, из голеностопного. Спасибо огромное, Андрей Андреевич. Чашечка перевернута под кроватью давно, но я поставлю еще несколько. Пусть получается. Андрей Андреевич, почему зубы быстро портятся и седые волосы возможно ли восстановить? Я, наверное, ответил на этот вопрос в начале. Почему волосы седеют? По моему мнению, волосы седеют при хроническом панкреатите. Оказывается, в свое время ученые обнаружили, я, к сожалению, но это вопросы онлайн, то есть я не готов к тому, чтобы более, наверное, быть убедительным и доказательным. Опять же, хотелось бы сказать вам, что я не готовился специально к данному вебинару, он проходит стихийно вот так. И поэтому, когда я говорю, ученые были, там, которые там, обнаружили и так далее, то я не могу сейчас сказать, какие конкретные ученые, где конкретно, на какие работы я опираюсь. Поэтому это все, как там в Англии говорят, disclaimer. То есть вам придется просто гипотетически мне поверить, а в дальнейшем самостоятельно найти такую информацию. Так вот, считается, был ряд ученых вот таких изданий, не знаю, они достоверны или нет, опять-таки, но в них говорилось о том, что есть определенная взаимосвязь между появлением седых волос у человека и заболеваниями поджелудочной железы. То есть было сказано, что при заболеваниях поджелудочной железы обычно появляется множество седых волос. Но там было сказано, что и очень часто появление седых волос может возникать от недосыпания, бессонницы, укорачивания сна и высоким холестерином. То есть 3 таких процесса, которые почему-то между собой могут быть объединены, так как наш организм он
целое такое существо, и нельзя отделять одну систему от другой, то есть нельзя эндокринологические системы отделять, допустим, там, от центральной нервной системы и так далее. То есть можно сказать, что все системы взаимосвязаны, и вероятнее всего невроз, объединенный с заболеваниями поджелудочной и с высоким холестерином, и приводит к дальнейшему появлению седых волос. Что необходимо делать? Ну, полечить поджелудочную, панкресорб есть препарат моей компании. Полечить, снизить холестерин. Снизить холестерин, спите больше по ночам. Это успокаивает нервную систему, уменьшает холестерин. Ну и препарат, который может помочь справиться с высоким холестерином, это препарат бетулин. Восстановит печень, улучшит общее состояние печени. Холестерин устранит еще и препараты горечи любые, там Амарум, Дуйко или какие-либо горечи любой другой компании. Сейчас их достаточно много представлено в фарм-рынке, ну, каждой страны. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У моей мамы ей 68-86 лет, болеет с детства коксартрозом тазобедренных суставов. Сейчас у нее горят ноги от колена вниз, жуткая боль, стонет и плачет. Нет, вот то, что у нее болят ноги, это не связано с коксартрозом вообще. То, что у нее болят ноги, это связано с нейропатией конечностей, поэтому горят и болят. А нейропатия, она уже связана с воспалением нервных тканей. Ей помогут неврологические препараты, опять-таки. Хотелось бы, чтобы все же мама прошла исследование, провела доплероскопию конечностей, пусть бы исследовал ее невролог, посмотрел там, какое у нее заболевание. Ей можно помочь, там, фенлипсин там, ей назначить и какие-либо еще препараты. Кто ей должен помогать? Первое — это эндокринолог, второе — это невролог. Обратитесь к таким специалистам, пусть все-таки специалисты такие попробуют вам назначить правильное лечение и поставить правильный диагноз. Это мое такое мнение, знаете, не нужно тянуть. Может она болеет сахарным диабетом, но может у нее там нейропатия начинается, и это может быть все очень... Ну и будь что, знаете, тут диагнозов можно поставить, но я только могу поставить их там 300-400, вот так по ноутбуку или вот так в камеру. Но нужно нести ответственность. Катерина Фруско. Андрей Андреевич, я знаю, что это не здесь, но все же. 4-й год живем в Польше и не знаем, как не можем купить все жилье. Вроде немного получалось откладывать, но все не получается. Подскажите, что не так. Для того, чтобы человек больше зарабатывал, он должен больше радоваться. Есть еврейский анекдот такой. Приходит к раввину еврей и говорит: почему я такой бедный, у меня не получается купить жилье и куча детей, мне что, Бог не любит? А раввин говорит: есть одна тайна. Когда человек радуется, то у него появляются деньги. Когда он страдает, деньги исчезают. Поэтому радуйтесь. Он говорит: ну, раввин, я не могу радоваться, потому что я постоянно страдаю, потому что дети голодные, я голодный, у меня все плохо. Он говорит: послушай, сынок, человек должен идти на все, что хочешь ради денег. Поэтому на что ты только не пойдешь ради денег. Поэтому даже если нет денег, начни радоваться. Тогда все остальное приблизит к тебе возможности. Вот так. Я когда-то говорил, что в случае, если у человека есть желание, оно для него категорически максимальное, то тогда ему Бог не дает возможности исполнить это желание. Потому что если желание исполнится, разве человек в дальнейшем захочет чего-то еще? А ведь человек живет ради того, чтобы что-то желать. Но отпустите это желание, скажите себе: будет как будет, я больше этого не желаю. И живите вот так. Обещаю, когда вы это отпустите, очень быстро это у вас появится. Дальше. Хотелось бы еще раз сказати, чому я не розмовляю, будучи на Україні, на українській мові. На сегодняшний день наша компания является компанией, которая продает свои товары на территории многих стран. И на территории многих стран язык принят, к сожалению, русский. То есть киргизы, есть казахи, есть узбеки, есть люди, проживающие на территории, украинцы, проживающие на территории других стран, которые уже подзабыли украинский язык.
Есть люди, которые вышли из Советского Союза и находятся сейчас на территории других стран, там Италии, Испании, там где-либо Португалии, где-либо еще. Ну и когда я транслирую вот такие широкомасштабные лекции, то есть я их транслирую для большого количества людей, для международной аудитории, то я их могу транслировать на двух языках. То есть это может быть украинский, это может быть русский, это может быть английский. То есть если для англоязычной аудитории, ну как бы английский был бы правильнее, но я не знаю, мне бы хотелось помогать еще и аудитории, которая разговаривает на русском языке. Это не обязательно русские, так как мы сейчас не продаем наши препараты на территорию Российской Федерации. А те люди, которые проживают на территории мира, не имеющие гражданства России. Поэтому, пожалуйста, друзья мои, не стоит на меня за это обижаться. Я искренне поддерживаю нашу страну, искренне за то, чтобы эта страна осталась суверенной. Мне нравится все, что происходит в этой стране. Искренне поддерживаю все, что происходит. Режим, я за войска ЗСУ, и я за то, чтобы Украина освободила территорию от захватчиков, и все осталось, как было у нас раньше. Чтобы мы вновь любили друг друга, чтобы у нас был вновь мир, чтобы нас никто сверху не бомбил, и пусть будет как и раньше. Меня лично в моей стране все абсолютно устраивало. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Маме поставили диагноз рак груди, прописали гормональные таблетки. Чем я могу ей помочь? Помогите, пожалуйста. В дальнейшем в нашей компании будет использоваться препарат бетулиновая кислота. Бетулиновая кислота, которая будет производиться в моей компании, она очень эффективна при лечении, включая онкологии грудной железы. Сейчас данного препарата нет, но есть препарат ДИА моей компании. Принимайте по 10 капель на 1 столовую ложку 1 раз в день. И препарат изотон и метикс. Метикс 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза или 3 раза в день. Изотон 1 чайная ложка 1 раз в день. Свечи изотоновые ректально 1 раз в день. Скорее всего, применяя данные препараты, вы не вылечите маму, но это заметно улучшит процесс влияния гормональной терапии на состояние самой опухоли с целью уменьшения идентификации опухоли, для того, чтобы в дальнейшем можно было там оперативно удалить опухоль, провести там заместительную терапию и так далее. Поэтому пусть выздоравливает. Мое искреннее желание, чтобы все выздоравливали. Почему я назвал свою компанию «Тибетская формула»? Каждое утро и каждый вечер я просыпаюсь, ставлю вот так руки и произношу: пусть все люди, которые используют мои препараты, выздоравливают. Это в самом начале было моим искренним желанием помочь этим людям. И пусть эти люди, принимая препараты, больше не болеют. Это делаю и утром, и вечером. Я это делаю, для меня это такая молитва. Почему тибетская? Меня в свое время этому научили там. То есть я это желаю, как человек, который создал эти препараты. И мое искреннее желание, внутреннее желание не навредить людям, оно является ключевым и очень важным для меня. Даже в случае, если у человека не получается выздороветь, я все равно верю в то, что это хотя бы немного облегчит его страдания, улучшит его самочувствие. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Внуков, наверное, не могу дождаться. Хочу ребенка. Возможно ли забеременеть в 45 лет? После 3 лет, наверное, уже климакса. Да, возможно. Необходимо сдать антимюллеровские гормоны, посмотреть наличие яйцеклеток у вас. И в случае, вообще, даже если очень низкий, у меня есть способы это все запустить. Даже если нет овуляции, первый препарат это дисменора. 2 таблетки 3 раза в день. Второй препарат Карунеш. Третий препарат Климактерикс. И 4-й препарат Кинскит. Или же второй вариант: свяжитесь с операторами моего сайта, они дадут вам свои рекомендации по использованию данных препаратов. Есть ряд женщин, которые с успехом смогли не только забеременеть, а выносить полноценно ребенка и родить, даже с очень категорически плохими показателями гормонов, и в том числе антимюллеровского гормона. Это не один человек, то есть это большое количество людей. Большое — это, наверное, где-то за 14, за 15 лет, наверное, где-то больше, чем 1500 точно. Кстати, почему у вас зубы такие? Потому что много кушает сладкого, кислых продуктов, щетка стоит
стирает эмаль. И вот причина. Нет. Наши зубы, они связаны с особенностью активного или неактивного желудка. В случае, если у человека желудок активный, есть люди, которые реагируют эмоционально, и у одних людей появляется кислотность или выделяется пепсин и соляная кислота в двенадцатиперстную кишку, а есть другие, у которых выделяется в желудок. У одних появляется метеоризм, они от страха их начинают пучить, появляется диарея. У других от страха или беспокойства появляется высокая кислотность в желудке. Вот те, которые склонны к тому, чтобы реакция на выделение кортизола, который выделяется надпочечниками, который является как бы прекурсором появления вот этой нервозности, реакции, а уже кортизол, он стимулирует появление адреналина, норадреналина, прогестерона, тестостерона, гормонов надпочечников, после чего может за счет этого выделяться инсулин, может выделяться соляная кислота, пепсин, может выделяться там, тироксин, может выделяться там гипоталамическо-гипофизарные гормоны, может выделяться слюнотечение, появляться, может быть отдышка, потому что гормоны тимуса могут влиять, может быть перикардит там, на фоне того, что появляется вот такая нервозность и так далее. Это все гормоны, которые есть в нашем теле, эндокринология. И вот таких, их много у нас, желез всевозможных. И вот такие гормоны, они могут заставить в желудке у одного человека выбросить в желудок соляную кислоту, а у другого человека в двенадцатиперстную кишку, а у третьего человека не выбросить. Вот те, кто склонен к тому, чтобы у них выбрасывалось в желудок, будут склонны к тому, что такая кислотность будет повышаться в пищеводе. И, конечно же, будет проникать в слюну, в ротовую полость, и будет таким образом как бы сжечь вам зубы. В случае, если у человека есть склонность там, к худобе, к астении, к недоеданию, это будет приводить к появлению голодных гастритов, гастродуоденитам, гастродуоденальному ночному рефлексу. Это будет приводить к тому, что там желчь, она же ощелачивает, она не выделяется, у человека это все проникает или выделяется в большом количестве, тоже может проникать, забрасываться в ночное время. Это все окрашивает эмаль зубов в желтый цвет. Конечно, для того, чтобы этого не было, что снижает? Сода снижает, снижает еще рис, снижает еще увеличенное употребление кремния. Именно поэтому в тех странах, где увеличено употребление кремний содержащих продуктов питания. Почему кремний? Кремний является мощнейшим энтеросорбентом. Любой кремний это сорбент. Рис едите, сорбент. Почему сорбент? Потому что кислота уничтожает бактерии, потому что появляется там накопление, не может пища перевариться, какие-то стазы пищи происходят там, и так далее. Это все может приводить к тому, что там, желудок, там, поджелудочная железа вновь выделяет соляную кислоту, ну и так далее. И такой вот сложный процесс. Для того, чтобы этого не было, необходимо принимать сорбенты. Я тоже пошел по этому пути, сделал препарат, называется у нас, как у нас называется, антисорб, да? Как у нас называется данный препарат? Сейчас посмотрю. Формула. Очень много препаратов, чуть-чуть забыл. Антитокс. Данный препарат у нас называется антитокс. Он сделан из вещества кремний, является одним из мощных сорбентов, который прямо рекомендую использовать. Если хотите, чтобы зубы были белыми, используйте антитокс. Его очень несложно использовать. Он в гелеобразной форме продается в моей компании.
Его можно взять 1 чайную ложку, растворить в 1-2 стакане воды и пить на протяжении дня или за один раз. Я делаю так. Я беру 1 столовую ложку, развожу в 1 литре воды, взбалтываю во время тренировки, когда бегаю там на орбитреке или еду на велосипеде, или еду там где-либо, или там путешествую где-либо. Беру с собой и пью как водичку. Используя это и давая это детям, я убедился в том, что улучшается эмаль зубов, улучшается белизна и белков глаз, и десен и так далее. Великолепное средство, прям вот 2 руками топлю за него. Очень рекомендую. У мужа неожиданно возникла боль в стопе. Перешло в палец. 9 месяцев всевозможного лечения, исследований дают неполный и временный результат. Заказала у вас гемартан и подагрин, битулин. Что можно еще? Смотрите, ни гемартан, ни битулин ему не нужен. В случае, если у него болит в стопе, это скорее всего у него связано с подагрой или же с артритом. Какие препараты нужны? Артридикс, дальше уролиз манкулит. Артридикс, уролиз, манкулит. Также можно еще мазь бишофит и габана. Вот так нужно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мне 43 года. Секса нет. Мужу 52 года. Поставили диагноз ВИЧ. Детей нет и не будет. Ну почему не будет? При ВИЧ дети могут быть. Дальше. Секса нет. Смотрите, если у мужа есть ВИЧ, то вы можете инфицироваться. Поэтому вам необходимо предохраняться. Помните об этом. Лечить ВИЧ сложно. Далее. Можно ли помочь человеку, который болеет ВИЧ заболеванием? Можно. Это можно сделать, используя битулиновую кислоту. Ждите, скоро она появится в нашей компании. Мы ее будем продавать, витамин омега-3 в таких желатиновых больших капсулах и препарат битулиновая кислота, тоже в больших желатиновых капсулах. Уже скоро будет. Валентина Писанова. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как избавиться от шпоры самостоятельно? Парить ногу, накладывать желчь, мазь. Катает бутылку, но нисколько не лучше. Есть хороший способ, он такой железный, проверенный и так далее. Необходимо взять и кусочек перца красного, тоненького такого, необходимо приложить к этой шпоре и закрыть его пластырем. Сделать это на ночь. Утром на следующий день приложить на час кусочек алоэ. Чередовать это через день. На протяжении где-то 14 дней шпора исчезнет. Также, когда появляется шпора, это первые признаки как раз того, что появляется переизбыток кальция в крови. Переизбыток кальция в крови. Убрать шпору можно мускусом, трибулусом, то есть повысить мужские половые гормоны. Ну что, еще раз хочу сказать, что у нас прямо сегодня проходит акция. Это акция минус 24% на приобретение любого препарата компании «Тибетская формула». Перейдите прямо сейчас в Google, напишите «Тибетская формула» и перейдите на наш сайт «Тибетская формула». Сделайте это сейчас. Данная акция, она связана с тем, что у нас есть огромное желание помочь нашей стране восстановиться, помочь тем людям, которые являются переселенцами. Мы активно занимаемся волонтерством, поддержкой. И, конечно, есть огромное количество людей, которые и нуждаются, и которые без работы. И, конечно же, дальше будет это не улучшаться. И вот такая скидка специально для того, чтобы в дальнейшем мы могли помочь и в том числе и тем людям, которые воюют за нашу страну, и которые не воюют, но очень нуждаются, которые очень пострадали. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Марина Ильина. Чем помочь при невроме Мортона? Ага, неврома Мортона.
Неврома Мортона, она на стопе. Это доброкачественное утолщение, представляющее собой разрастание фиброзной ткани на стопе в области подошвенного нерва стопы. Данное заболевание упоминается как метарзалгия Мортона, синдром Мортона и болезнь Мортона. Развиваются патологические новообразования в области третьего межплюсневого промежутка. Можно ли чем-либо убрать? Можно. Значит, что нужно сделать? Найдите обычный бишофит. Используйте этот бишофит в виде примочек. Вот такие примочки, они уберут синдром Мортона. Второй вариант. Возьмите серу обычную, смешайте серу со свиным салом, добавьте камфорное масло. Помешайте это между собой. Намазывайте место, где у вас неврома Мортона. Из народных способов бедренец камнеломка. 100 граммов настаивается в бутылке водки, настаивается 10-15 дней, натирается это место. Все эти средства можете использовать при невроме Мортона. От шпоры мне помогли горячие ванночки с морской солью 10 дней и уже много лет не беспокоит. Да, такое может быть, но там женщина в своем вопросе, она написала вот что. Она написала, что она уже делала примочки с солью и содой, и морской солью, и ей не помогло. Поэтому данный, наверное, совет будет для нее не очень нужным. А косточка на пальце ног можно чем-то убрать. В случае, если деформация очень активная, то нужно уже обращаться, возможно, даже к хирургу или травматологу. В случае, если только начальная стадия, можно попробовать использовать эту болтушку, о которой я говорил в самом начале. Я желаю вам счастья, будьте здоровы, до свидания. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Обязательно подписывайтесь на мой канал, смотрите на моем YouTube канале. Мой YouTube канал, который посвящен здоровью, называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Смотрите огромное количество информации, более 2000 семинаров, более 2000 встреч на протяжении 15 лет, посвященные здоровью, улучшению общего самочувствия, все о диетах, похудении, все о здоровом образе жизни, о биологически активных добавках, о минеральных соединениях, все о здоровом питании, о нездоровом питании, о фейках, глупостях, о всемирной системе здравоохранения, о том, как все-таки нужно лечиться, как выбирать врача, можно ли каким-либо образом улучшить свое самочувствие самостоятельно, или когда уже пора обращаться к врачу. Об этом всем вам расскажут мои семинары, собранные в огромном количестве на моем YouTube канале. Тибетская формула, спасительные рецепты. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. До свидания, друзья. Так, а теперь я встану и выключу там.